Всем привет! Как известно, сразу после катастрофы Боинга 777 Служба безопасности Украины выложила в интернет ролик с переговорами ополченцев, якобы доказывающий их вину. Так как я профессионально работаю с аудио, я, опираясь на свой опыт, решил проанализировать эту запись. Для этого я извлек из видеоролика СБУ аудиодорожку и открыл ее в редакторе Adobe Audition. Как мы видим, файл состоит из 4 фрагментов разговора, и сразу бросается в глаза первая странность. Первый разговор – это стерео из 2 отдельных дорожек, а остальные разговоры в моноформате. В СБУ утверждают, что это перехват телефонных разговоров ополчения. Однако, как известно, в сотовой сети реализован полный дуплекс, то есть голоса собеседников идут по 2 различным каналам. Таким образом, на полноценный перехват больше всего похож только первый фрагмент. Для того, чтобы проверить, действительно ли данные переговоры велись по телефону, попробуем сравнить их амплитудно-частотную характеристику с амплитудно-частотной характеристикой реального телефонного разговора, записанного в современной сети GSM. Для этого я подготовил 2 файла с обычным разговором по телефону. Оба файла записаны средствами самого телефона и демонстрируют, как выглядит спектр телефонного сигнала при его обработке 2 самыми распространенными в современных сотовых сетях алгоритмами сжатия. Это AMR Narrowband и AMR Wideband. Оба файла после записи были залиты на YouTube и затем извлечены из видео таким же способом, как и ролик СБУ. Таким образом, файлы прошли через ту же самую обработку кодеками YouTube и могут быть использованы для сравнения. Ради объективности надо отметить, что в данный момент в сотовых сетях поддерживается 6 различных алгоритмов, однако все они не имеют отличия в АЧХ от приведенных мною примеров. Алгоритм AMR Narrowband использует диапазон частот от 200 Гц до 3400 Гц. Это хорошо видно на приведенном примере. Алгоритм AMR Wideband использует диапазон от 50 Гц до 7000 Гц, что также подтверждает приведенный пример. Руководствуясь этими знаниями, оценим, что же выложила СБУ. Первое, что можно увидеть сразу, это неестественное количество высоких частот во фразах на протяжении всего ролика. Это особенность свойственна для всех 4 фрагментов разговора. Даже в сравнении с более качественно звучащим AMR Wideband, они явно выходят за верхнюю для данного алгоритма частоту. Если обратить внимание на низкие частоты, то обнаруживаются новые странности. В первом разговоре низкие частоты срезаны в районе 200 Гц, как при использовании менее качественного алгоритма AMR Narrowband. Однако на высоких частотах это не отразилось. В следующих 3 разговорах вообще количество низких частот постоянно меняется, опять же не отражаясь на количестве высоких. Выглядит так, как будто сеть использует одновременно 2 разных стандарта в одном разговоре, что в принципе невозможно. Эта особенность свойственна для всех 3 фрагментов, записанных в моно. Однако, если предположить, что это монтаж из нескольких различных разговоров, все встает на свои места. Вооружившись этой версией, попробуем поискать следы монтажа. Рассмотрим подробнее первый разговор. СБУ утверждает, что это один из командиров ополчения Безлер докладывает полковнику ГРУ о том, что сбит самолет. При этом во всех 3 местах, где говорит полковник, его фразы звучат одновременно со словами Безлера. Только поехали летчики. Дымится минут назад. Заглушим одну из дорожек и послушаем фразы только полковника. Понял, блядь. Летчики, где летчики? Ага, сколько минут назад? Первые и последние фразы звучат довольно глухо, с преобладанием низких и средних частот. Во второй фразе все меняется, и середина пропадает, зато появляются звонкие и высокие частоты. Звучит как фраза из совершенно различных разговоров. Третья фраза для моего слуха звучит как что-то совершенно бессмысленное. Ага, сколько минут назад? Очень похоже, что ее не очень аккуратно вырезали из какого-то разговора. Становится понятно, для чего было сделано наложение фраз. Оно хорошо маскирует вышеуказанные недочеты. В конце 3-й фразы начинают появляться следы монтажа. Этот провал по всем частотам выдает не очень аккуратную склейку на границе с фоновым шумом. Перейдем ко второму собеседнику. На заглушенной дорожке хорошо видно, как фоновый шум пропадает именно в моменты произнесения фраз. Однако в реальном разговоре видно, что такого эффекта не возникает, и шум равномерно присутствует во всех фразах. Вернемся к тому, что говорил второй абонент.
Во время разговора он делает большие паузы между фразами, что звучит довольно неестественно. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Сейчас поехали. Здесь видны следы монтажа. Видимо, не заметили, что отрезали с окончанием из другого слова. Сейчас поехали. Обрезали последнюю букву в фразе. Причем нарезку видно даже на спектрограмме. Дымится. Снова отрезали окончание. Из-за обилия недоработок СБУ я решил показать только наиболее интересные места. Такие, например, как вот это. Видите, какой монтаж? Некачественный. Или, например, вот это. Видите, опять монтаж. В общем, таких мест полно. Разбираться подробно с каждым, я думаю, особого смысла нет. Тут совершенно все явно. Тут, например, вообще наложение даже сделать забыли. А тут опять склейка. Тут на фоне склейка видна. Тут у одного из собеседников внезапно меняется тембр голоса и акцент. Ну что у вас там? Послушаем еще раз. Ну что у вас там? СБУ утверждает, что в разговорах принимал участие один и тот же человек. Послушаем, как звучал его голос ранее. Да, майор. И еще раньше. Да, майор. А потом стало. Ну что у вас там? Если учитывать, что эти записи были сделаны буквально в течение нескольких часов, это наводит на определенные размышления. Дальше с голосом одного из собеседников начинаются совсем уж странные вещи. Да, индонезийского студента есть. Пропадают звуки между слогами. Сами слоги не договариваются до конца. Дальше больше. Из университета Томпсона, бля. Тут звучание еще менее естественное, чем в предыдущей фразе. Из университета Томпсона, бля. Видимо, последние фразы собирали вообще из отдельных слогов и звуков. Я думаю, на этом стоит закончить, так как такое зашкаливающее количество странностей и явных следов редактирования доказывает лишь то, что СБУ готова пойти даже на открытую ложь для достижения своих целей, и любую информацию, поступающую от этих людей, нужно тщательнейшим образом проверять. Благодарю за внимание.